Я снова в краю бесконечных глухих лесов и коварных болот. Лето внезапно ворвалось в нашу жизнь. Теплый воздух и долгий световой день провожают меня в дальнюю дорогу. Я весь день проспал и выехал из дома поздно, поэтому только к вечеру добрался до нужного места. Свернул с трассы на грунтовку и поехал по ней к заброшенной деревне, скрытой от посторонних глаз лесными массивами. Дорога петляла. Лес словно путал меня, направляя по старой колее в заболоченные тупики. И мне приходилось разворачиваться. Позже я пробился к нужной дороге, временами прокладывая путь, толкая мотоцикл через вязкую жижу. Но вскоре я все же доехал к своей цели. Лиловые тени сумерек причудливо падают от деревьев. Великолепный закат стремительно скрывается за горизонтом, а упоительные ароматы сырого леса кружат голову. В этом месте царит тревожная, торжественная тишина, казалось, нарушаемая лишь пением птиц. Я погрузился в глубокую задумчивость и шел по давно заросшей колее к заброшенному дому. И мне казалось, что он словно живой, с интересом наблюдает за столь редким гостем своими пустыми глазницами окон. Итак, с наружной части этого дома ворота были закрыты, но тут, с задней стороны этого дома, есть такая подобная лазейка. Судя по тому, как заросло травой придомовое пространство, это место однозначно заброшено. Об этом также свидетельствует отсутствие всякого какого-либо хозяйственного инвентаря. Конечно, как-то это все немного страшновато и дико делать в сумерки. Сам дом, кстати, взломан. Потолочное перекрытие в достаточно хорошем состоянии. Беспокоиться здесь касательно обрушения нет никакого смысла, но, к сожалению, внутри этот дом совершенно предельно пуст. Люди, уезжавшие отсюда, вынесли все, что здесь было, подчистую. Кстати, здесь достаточно такая небольшая печь относительно тех, которые я до этого видел. Это очень странно, ведь края не южные. В этом маленьком пространстве, видимо, размещалась кухонная зона, от которой осталась только раковина. Минимальное количество посуды в размере 2 тарелок. И висит на стене вот такой вот ковер, на котором изображено животное. При детальном рассмотрении это у нас олень. Под полом тоже абсолютно ничего нет. И да, уже разбито стекло.
Но что удивительно, снова и снова я поражаюсь таким вещам, что иконы не забирают из заброшенных домов. Конечно, это не ручной работы иконы. Вот такие вот иконы с обрамлениями из бронзы или из фольги. Вернем обратно все как было. И, конечно же, друзья, разочарования нет предела, когда проделываешь такой долгий, сложный путь, а в итоге вновь и вновь нарываешься, попадаешь в совершенно пустые и безжизненные дома. К сожалению, на GoPro у меня села батарейка. И я снимаю сейчас на камеру телефона. Я затрудняюсь предположить, какой будет результат. Но, тем не менее, повторно в одни и те же места я практически никогда не возвращаюсь. Похоже, я наткнулся на логово бездомных. Этот дом однозначно заброшен. Он 100% заброшен. Почему? Потому что даже выбитые окна у него отсутствуют. Но, тем не менее, кто-то здесь проживает. Сложена куча одежды в углу. Еда на столе. И какие-то пакеты висят. Но смотрите, что говорит о том, что здесь давно уже никого не было, так это пчелиный улей прямо на одежде. Ну, значит, можно немного успокоиться и перевести дух. Да, если здесь какие-то люди или какой-то человек бездомный проживал, то это было очень давно, потому что даже весь полок наполнен каким-то мусором, мошкарой. Так, посмотрим, какого года у нас газеты. Советская Россия, город Москва, улица Правды. Так. Июнь 2017 года. Да, точно, июнь 2017 года. Я затрудняюсь предположить, кто проживал в этом доме и для чего он здесь проживал. Надеюсь, это всего лишь какой-нибудь безобидный, бездомный, которому негде было жить. И вот в 2017 году, 3 года назад, здесь он и проживал. Из предметов старинных, конечно же, здесь уже ничего совершенно нет. Есть какие-то инструменты. Ну вот там столик резной. Сейчас попробую заберусь на чердак. Там посмотрю, что есть. И уже, если здесь ничего интересного я не увижу больше для себя, то, пожалуй, можно уже отсюда убираться. Но, конечно, следы присутствия людей в заброшенной деревне — это, конечно, несколько так пугающе и удручающе.
Даже как-то немного сыкотно лезть на чердак. На чердаке пусто. К сожалению, или к моей радости, страх сковывает. И слышатся даже какие-то посторонние звуки неприятные, шорохи какие-то, стуки, звуки. И это как раз таки из того разряда, когда мы слышим какой-то звук, но не видим источник этого звука. И наш мозг нам подкидывает сам какие-то всевозможные варианты. А с учетом того места, в котором я нахожусь, автоматика срабатывает так, что подкидываются самые какие-то совершенно нежизнеспособные версии о маньяках, о каких-то людях, которые живут в заброшенных местах. Вполне вероятно, что это самые обычные безобидные, бездомные, но с другой стороны страх диктует совсем невероятные теории. Самое что занимательное, мозг охотно верит именно в те версии, которые кажутся наиболее страшными, жуткими или пугающими. Но уже взошла луна. Буквально через 15-20 минут стемнеет уже полностью окончательно. Последние отголоски заката уйдут за горизонт. И я буду уже ехать в кромешной тьме. А в моей программе еще сегодня мне нужно просушить ноги, отогреться, покушать. И опять поехать уже домой, в дальнюю дорогу, в ночь. И еще, конечно, мне нужно будет пробиваться через этот лес. Я пока даже уму не приложу, как мне это делать в такой кромешной тьме. Надеюсь, моя GoPro сейчас зарядится, и я смогу хотя бы что-нибудь вам поснимать. Ну а пока я прощаюсь с этой деревней, которая состоит из 2 домов, внутри которых практически ничего не осталось, ни предметов старины, ни каких-то находок интересных. Но, тем не менее, здесь царит великолепная атмосфера, невероятно какая-то таинственная и в какой-то степени пугающая. На протяжении следующих минут вы увидите действия человека, которые не поддаются никакому логическому объяснению. Это поведение человека под воздействием приступа панической атаки. Я позволю себе комментарии, так как частично я помню, что испытывал в момент движения. Первым тревожным звоночком стал самопроизвольно выключающийся фонарь. Вторым — это перестали переключаться передачи на заведенном двигателе. И чтобы понизиться на первую скорость, мне пришлось заглушить мотор. В кромешной тьме я стал судорожно дергать селектор коробки передач. В оглушающей тишине я отчетливо ощутил чье-то присутствие впереди на дороге. Нет, я ничего не увидел и не услышал. Я просто чувствовал и знал, что там кто-то есть. Развернул мотоцикл и поехал обратно к деревне. Осознавая, что там тупик, я загонял себя в угол. Через пару минут я развернулся обратно. Паника стремительно усиливалась. Еще несколько раз глушил мотор, чтобы переключить передачу. И будто парализованный стоял, всматриваясь в темноту, и пятился назад. Не знаю почему, но некоторые участки я просто не мог проехать прямо. В тот момент мне казалось логичным обогнуть отрезок пути в метре от дороги через кусты. Асфальтовые шины беспомощно шлифовали мокрую траву. Но мне тогда казалось, что кто-то невидимый держит меня за рюкзак. Обернуться в темноту мне не хватало смелости. Я знал, что все равно не увижу глазами того, чье существование и присутствие я так отчетливо ощущал. А теперь смотрите внимательно. Я замедлил и приблизил момент,
когда в лесной чаще в свете фар блеснуло какое-то отражение. 100 секунд я почти полностью себя не контролировал. Помню, хотелось кричать и бежать. Игнорируя риск падения и поломки мотоцикла, я ехал по этим ямам как только мог. Единственным желанием на тот момент было оказаться в людном и освещенном месте. Выбравшись на асфальт, я все еще не ощущал себя в безопасности. Я гнал как мог, желая быстрее оказаться в освещенном месте. В голове лихорадочно искал объяснение произошедшему. Что я мог увидеть в зарослях леса? Почему, как ни в чем не бывало, снова заработала коробка передач? И почему мерцал фонарь? На освещенном перекрестке с федеральной трассы я остановился. Руки сводило от напряжения, мышцы болели от усталости. Паника отступила, но все же я встревоженно продолжал всматриваться в темноту за фонарями.